Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с адвокатом и политиком Денисом Неведомским. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Спасибо большое за то, что нашли время, тем более, знаете, время такое очень тревожное. И начнем, пожалуй, этот разбор с стадии эскалации и геополитического измерения. Ермак поехал в США. Его визит понять сложно, потому что дебаты в Сенате, встреча в коридоре с Рубио, Уитков, Келлог. Фотографий практически нет, но вот с Келлогом пообнимались, то есть то, что мы увидели. На самом деле сейчас очень важный момент, и мало кто действительно пытается проанализировать, что создается впечатление, что все зависит от Соединенных Штатов Америки. С утра прям пришла новость о том, что некоторые там системы наведения, боеголовки, лишает США Украину технологии определенной, которая позволяет сбивать воздушные цели. Это так, если в общем, не вдаваться в детали, в подробности, но об этом уже заявляют. Точно так же с помощью, есть какие-то байденовские пакеты, которые растянуты немножко во времени, как вот тоненьким слоем на хлебушек масла. И абсолютно неясна перспектива. Но вместе с этим мы видим достаточно серьезную, яркую браваду Зеленского и вообще угрозу над Стамбулом. Потому что Зеленский говорит бессмысленно, что Путин, как мы можем вести переговоры с режимом, который становится террористическим, намекая на очередные подрывы железнодорожных путей и взрывчатку американского толка. Начнем с Америки. Это окончательный такой толчок к исходу. Как вы оцениваете ситуацию? Я повторюсь, смотрим не на слова, смотрим на действия. То есть визит Ермака, он не связан напрямую ни с санкциями в отношении России, ни с новыми пакетами помощи. То есть Ермак, как, скажем, самый адекватный из тех, кто находится на Банковой, поехал решать вопросы инвестиционного фонда. То есть это основная и главная задача. Остальные задачи – это информационный шум. То есть стороны идут по договоренности. То, что договоренности пытаются сорвать заинтересованные стороны на Туманном Альбионе, глобалисты в Европе, это часть игры, противоигры. А основное – это договоренности, которые достигнуты между Вашингтоном и Москвой о создании в Украине инвестиционного фонда, раздел сфер влияния, и прежде всего экономических сфер влияния. Именно с этой целью Ермак, который более-менее хотя бы в адеквате, оделся в костюм и выполняет хотя бы внешние процедурные требования, не отмочит, как отмочил уже Зеленский в овальном кабинете, то есть его уже даже не зовут на подписание важных документов. То есть ездит топ-менеджер, который, как говорится, отвечает за базар. Вот это цель и задачи, с которыми поехал Ермак. Все остальное, встреча в коридоре с Рубио, фото с Келлогом, какие-то заявления, это всего лишь мишура, которая призвана завуалировать главную цель поездки. То есть главная цель поездки – это подписание, оформление документов по инвестиционному фонду. То есть инвестиционный фонд – это гораздо более глобальное соглашение, чем редкозема. Редкозема – это так можно назвать преамбулой к соглашению глобальному, экономическому, по разделу ресурсов Украины. И вот сейчас идет речь о наполнении этого фонда активами. Так погодите, деятельность этого фонда, она же засекречена. Депутаты не раз пытались сунуться, так сказать, а покажите, что там в этих дополнительных договорах. Отворот-поворот, война. На самом деле это секрет Полишинеля. И, скажем так, многие аналитики сошлись во мнении о том, что, во-первых, это не засекреченная информация о создании инвестиционного фонда. О нем просто скупо говорят или вообще не говорят в украинском информационном пространстве, а на Западе, и в России, скажем, в Америке, и интеллектуальные, скажем, центры об этом говорят, что
такое соглашение достигнуто. Даже уже от Украины есть представители, которые войдут в фонд, то есть это там э, известные, скажем так, лица, которые напрямую не являются прямо представителями Банковой, но люди, которые находятся на связи с Банковой, с Киевом, и они уже в этот фонд назначены. То есть процесс идет, и он уже, скажем так, стал на стабильные рельсы. То, что озвучивается в украинском пространстве, то есть это хайп, ничего нового не появилось, и задачи, наоборот, как раз увести внимание благодарного зрителя от сущности процессов, которые происходят. Потому что если немножко люди зададутся вопросами, что на самом деле происходит, то нехорошие мысли напрашиваются. И это как у Оруэлла было, да, самостоп. Умение вовремя остановиться на пороге крамольной мысли. Так а в чем крамола? Ну, крамола в том, что на самом деле то, что по Конституции, которая часто говорит Зеленский, недра принадлежат народу, то без мнения народа фактически его представители вышли, мягко говоря, так юридическим языком, вышли за пределы своих полномочий, предусмотренных статьей 19 Конституции Украины, и управляют тем, чем могут управлять только с согласия или прямого указания собственника, именно народа Украины. А представляет народ Украины на сегодняшний момент Верховная Рада. И вот вы как раз сказали о том, что Верховная Рада, вот депутаты не могут дознаться. Но это просто говорит о том, какую роль занимает в системе вертикали власти Украины Верховная Рада, представители народа. Какие-никакие, но тем не менее. Ну, вы так Верховную Раду вспомнили. Я что-то вообще не могу понять. Значит, сообщают с парламента, что денег нет. Сообщают, что да, действительно, бюджет надо переписывать до конца этого года. Об этом говорит министр финансов, выступая перед парламентом. Но вместе с этим мы видим какие-то странные вещи. Да? То есть парламент в первом чтении голосует за то, что... То есть абсолютно сумасбродные законы. В общем, люди 60 плюс могут идти в армию, например. Да? Очень нужный закон. То есть могут подписать контракт на год, продлевать его. То есть 60 плюс. Ну, как бы вообще странная история. С точки зрения человека, ну, который... разных экспертов, которые понимают, о чем речь. То есть решение Верховной Рады для того, чтобы закрыть выезд за границу, не нужно. Достаточно решения Кабмина. Ну, то есть, понимаем, да, уровень решения. А тут целый закон принимают. Порядок. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? То есть, вот просто они принимают, получается, из пушки по воробьям целый закон о том, чтобы 60 плюс, там, например, могли служить, хотя достаточно просто распоряжение. Дальше, законопроект вот этот в первом чтении, это тоже какой-то нонсенс, простите и извините. То есть, если подсанкционному человеку ты помог там за что-то заплатить до 150 тысяч гривен, там конские штрафы. Если свыше 150 тысяч, ну там помог в какой-то операции или что-то купить, или, ну, элементарно, то там 10 лет тюрьмы и чуть ли там, не знаю, там какой-то закон о 3 колосках, ей-богу. И это все на фоне дефицита бюджета, который надо переписывать, то есть реальных проблем. И вот уже объявленного вчера фактически дефолта по тем долгам, которые там ВВП варантом. Такое ощущение складывается, вы правильно заметили, что уводят вообще внимание. То есть вместо того, чтобы там люди, как бы эксперты, экономисты с именем, которые говорят, и в Америке сейчас это все, это первые полосы, о том, что нас летом ждет крах доллара, там какие-то большие финансовые трудности. Это отображается на странах, таких как Украина, катастрофически. Хотя у нас уже катастрофа. Вместо того, чтобы что-то предпринимать, мы вот, получается, генерируем какой-то бред, а не решение. Почему так происходит? Ну, прокомментируйте решение, и как вам кажется в общие рамки, что это означает вообще? Почему так себя ведут люди, которые называют там, элитой, законодателями в Украине? На самом деле ничего удивительного там нет. Прослеживается четкая логическая цепочка в действиях власти. Беда в том, что Украина на самом деле очень сильно зависит от доллара, очень сильно зависит от
западных партнеров, потому что очень плотно мы подсели за последние, так скажем, лет 10, если не больше, на западную финансовую иглу. А это и есть паллиативная экономика. То есть я изучал труды, там норвежские есть экономист Рейнхард, он пишет о том, что Райнерт, извините, вот он пишет о том, что это политика, которая Соединенные Штаты, западные, скажем так, западный мир применяют в странах, которые они колонизируют. То есть здесь нет задачи борьбы с коррупцией, нет задачи повышения уровня жизни, не дай бог индустриализация или там усиление экономики. То есть здесь никаких гуманитарных и, скажем, пассионарных целей нет. Задача создать в колонизируемой стране паллиативную экономику, вливать туда понемножку денег, страна будет беднеть, из нее будут выкачиваться ресурсы, поставить лояльную, скажем, стране, сюзерену местную власть, которая будет выполнять все хотелки. Мы это наблюдаем, эти процессы, то есть абсолютно все так и происходит. И когда сейчас Соединенные Штаты, которые там постоянно вливали этот наркотик в жилы Украины, они изменили свою внешнюю политику, поставили себе другие приоритеты, это, конечно, стало приводить к тому, что больной начал умирать высокими темпами. И вопрос о том, что нам сейчас не дают возможности наполнять наш бюджет за счет вливания денег. То есть эти деньги не даны и не давались никогда на развитие украинской экономики. Никогда не давались для борьбы с коррупцией. Потому что борьба с коррупцией это борьба с температурой. То есть не борьба с болезнью, а борьба с температурой. То есть когда у тебя в организме находится вирус, который тебя убивает, вместо того, чтобы лечить причину, ты принимаешь таблетки, сбивающие жар, еще облегчающие работу вируса. То есть то же самое происходит и с Украиной. Эти деньги не вливались в украинскую экономику, не создавали новые рабочие места, не индустриализировали страну, не способствовали повышению там, ВВП. Это деньги, которые шли на содержание в основном структур, которые контролировали изнутри, как спрут, украинскую власть, украинское общество. И эти деньги использовались также для распила, для отката, которые заинтересованы, вливающие стороны, также использовали на свою пользу. Что касается вот этих законов, это тоже абсолютно логично, потому что когда сужается материальная база, то необходимо усиливать вертикаль, то есть закручивать гайки, но опять же этот процесс такой, история учит, что когда гайка сорвется, то мало никому не покажет. Украинская власть, скажем так, я думаю, не сильно изучали как историю Украины, так и историю других государств и опыт других государств, что чем больше ты закручиваешь гайки, тем вероятнее процесс, что эта гайка просто слетит с резьбы и накроет всех медным тазом. Вот мы сейчас эти процессы наблюдаем. 60 плюс опять, о чем это речь? То есть, почему закон? Почему закон чисто с юридической точки объясняется? Потому что законом установлен граничный срок. И простым распоряжением. Хотя, в принципе, украинская власть как-то не особо заморачивается в соответствии Конституции, законов Конституции, подзаконных актов нормативным актам. Но, тем не менее, тут решили соблюсти, плюс пиар. Мол, так много 60 плюс стремятся служить, а ему запрещают, потому что вот есть закон. Да. И этот закон императивный. Действительно, после 60 лет ты не можешь остаться служить. Но, тем не менее, к чему это приведет? Мы знаем, что такое добровольно. Да? Тебя поймали, уговорили при помощи определенных методов. Вот ты уже добровольец. И по большому счету это говорит о чем еще? Что очень много людей, которым исполнилось 60 лет на момент нахождения в армии. А армия – это орган, как и полиция, как и пенитенциарная система, в которой человек полностью находится под контролем системы. И уйти оттуда гораздо труднее, чем прийти туда, если ты находишься там на свободе. Очень многие люди, которым достигли 60 лет, теперь не смогут уволиться. Перед ними будет поставлен выбор. Подпишите добровольно контракт. На годик. На годик, да. Продолжите служить, а там будет тот самый. И будут подписываться рапорты на увольнение. То есть будет процедура максимально усложнена, то есть добавлена будет головная боль людям и их адвокатам.
Вообще, конечно, интересная история. Ну, два слова, конечно, я попрошу вас сказать о первом чтении. Помощь подсанкционным, то есть какая-то тоже странная вещь. Нет, понятно, что это может быть там где-то может касаться там меня, потому что на меня тоже ввели незаконные санкции, поэтому мне интересно. Но вообще, если вдуматься и обобщить, то это, простите, напоминает вот эту историю там про врагов народа, детей врагов народа, там, да, родственников врагов народа. Какая-то вообще дичь прошла в Это наш отношении... теневой флот. Это наш теневой флот. Вот как Европа борется с теневым флотом России, то есть они там придумывают себе какие-то критерии, и по этим критериям идут, чтобы максимально усложнить жизнь. Вот точно так же это теневой флот, это они пошли по тем людям, которые могут находиться, то есть пытаются делать из этих людей изгоев. С юридической точки зрения я не могу вам это прокомментировать по одной простой причине, потому что здесь нет правовой основы. То есть когда у тебя есть правовая основа, ты можешь искать изъяны правовой позиции там, оппонента или государства. Но в той ситуации, в которой мы находимся, правовой основы не существует. Еще изначально, еще до полномасштабной войны мы обсуждали это и утверждали это. И это должен был вынести Верховный суд, но, к сожалению, он находится под контролем тех лиц, которые заинтересованы в том, что этот закон признали законным, конституционным. И изначально наложить санкции на гражданина Украины – это неконституционно. У тебя есть другие механизмы. У тебя есть правовая система, у тебя есть уголовно-процессуальный кодекс. И при помощи этих механизмов в нормальном государстве, в правовом государстве, предусмотрены меры против граждан, которые, скажем, угрожают национальной безопасности. Есть статьи в Уголовном кодексе. У тебя есть целый полк полиции, ДБР, СБУ, прокуратура, органы, которые НАБУ, которые могут за этим следить. И в правовом поле через суды, какой-никакой контроль, несколько инстанций доказать о том, что этот человек угрожает национальной безопасности. И он может быть осужден, и по административному кодексу тоже могут быть наложены определенные ограничения, но никаким образом в отношении своего гражданина ты не можешь принимать санкции. То есть это внесудебная расправа. И поэтому, когда мы говорим о последствиях, об ответвлениях вот этого нарушения Конституции, то говорить о правовой основе не приходится. Ее нет изначально, нет правового фундамента для применения санкций гражданам Украины. Конечно, это большая беда. Конечно, это говорит о том, что у нас не правовое государство. Внесудебные расправы – это первый показатель. Ну, еще и как бы, да, это получается вторичные санкции. Ну, тоже парадокс. Как бы, когда там есть люди, которые находятся в Украине под санкциями, которые не могут себе там чашку кофе купить в проезд, оплатить в маршрутке. Понятное дело, что это делает, ну, собственно, какой-то родственник, у которого есть карточка, да, или там дает свою карточку, что можно рассчитаться в магазине. Получается, этот родственник нарушает закон. То есть, а куда человеку податься? И это на фоне вот этого разговора, вот этих, да, ну, омбудсмена о том, что не-не-не, смотрите, там какие-то критические вещи, ну, грубо говоря, на жизнь, да, вот мы не можем лишать, а тут, получается, можете. То есть вместе с водой выплеснули ребенка, по большому счету. Задача была выплеснуть ребенка изначально. Здесь дело не в воде. Здесь именно дело в том, что даже не в реальном применении этих санкций в отношении тех людей, которых они применены, а запугать остальных. То есть показать о том, что кто пойдет по этому пути. Вот видите, ну, это реально репрессии, невозможность человеку жить. То есть Лубенец просто озвучивает какие-то базовые вещи, которые не соблюдаются. То есть банально человеку выжить в этой ситуации невозможно. То есть ты не можешь купить, и тебе не могут купить. А за счет чего человек-то должен жить? Выезд, если человек находится в Украине, ему еще ограничили выезд. То есть любой человек, который, допустим, находится под санкциями, и он может выехать из страны и каким-то образом прожить, то и выезд ограничен. То есть, ну, не хочу сравнивать с концлагерем, но очень уж напрашиваются аналоги. Вернемся к непосредственно
ситуация ну, по поводу системы и армии. Вопиющий случай, о нем сегодня стало известно, в киевском ТЦК, одном из, говорят, что это ДВРЗ, произошел бунт. Люди, которые в отстойнике находятся, пытались забаррикадироваться, вооружились там палками, что-то как-то, подняли протест, бунт за обращение с собой. И на кадрах приходят оттуда, что спецназ нужно вызывать полиции, чтобы утихомирить и всех, собственно, по вот этим казарменным нарам разогнать, Причем это не первый случай в этом конкретно отстойнике, киевском отстойнике ТЦК на ДВРЗ. Там привязывают к кроватям. То есть мы это все наблюдаем. Причем этот момент, это, знаете, как между небом и землей. Вот вы говорите, в системе ВСУ ты находишься и вне системы ВСУ. Мы видим, с одной стороны, кому-то очень легко демобилизоваться, кому-то очень, у всех все хорошо, все такие гордые, с расправленными плечами, свое отслужили. Это касается разных звезд, и не только звезд, и просто каких-то приближенных. Кто-то уже демобилизовался, несмотря на то, что во время войны демобилизации нет. То есть выход из системы для некоторых есть. А в самой системе действительно сложно. Но очень важно, это же между системами. То есть ты там находишься в этом плену условном, о том, что даже суд какой-то вынес решение, тоже сообщали об этом сегодня или вчера, о том, что это приравнено к рабству. И вот пребывание от нескольких дней до недели, а некоторые 2 недели до месяца, это человек находится в заточении. Он еще не солдат, но уже получается не гражданский. И вот такие акции непосредственно в этих отстойниках о чем говорят? Говорят о том, что мы наблюдаем критическую массу внутри гражданского конфликта между обществом и государством, между представителями власти и представителями общества, коими являются все граждане. И коль такие процессы начали происходить, они будут иметь лавинообразный характер. Посмотрите сами на эту ситуацию. Какая будет мотивация у солдата, которого спецназ его же страны брал штурмом для того, чтобы загнать в армию. То есть это даже уже речь идет не о том, что там его мобилизовали против его желания. Повторюсь, человек имеет право отказаться от службы в армии. Он за это будет привлечен к уголовной ответственности. Но это выбор. Человек должен иметь минимальный выбор. Это базовые гражданские права, признанные во всем мире. Религиозным убеждением вообще не влечет за собой никакую ответственность, но это по международному праву, по правам человека. В Украине нет. В Украине свое законодательство, война и все остальное. Но человек должен иметь право выбора. Ты идешь на скамью подсудимых, либо ты идешь в армию. У нас граждане этого права лишены. То есть только армия и никаких других вариантов. Отсюда такое большое количество СЗЧ. Поэтому считать, что эти процессы здоровые, что они каким-то образом могут исправить к лучшему ситуацию с мобилизацией, это нет. Это будет ужесточаться, конфликт будет нарастать. И, соответственно, таких случаев будет становиться больше. Денис, вернемся еще к непосредственно, потому что это ваш профиль, поэтому я прошу прокомментировать. Вы долгое время работали судьей, просто очень интересный инцидент произошел вчера. Блогеру Анатолию Шарию выписали 15 лет за публикацию видеоролика. Он активно делится материалами дела и заявляет, что он не допущен был на суд, чтобы защитить себя. В общем, 15 лет, госизмена за видеоролик, и якобы, ему, он так само говорит, ему сообщали и звонили о том, что специально выписали
полный, ну, скажем так, не то что бред, но очень-очень с большими натяжками вот это решение, чтобы можно было потом в апелляции. Мол, смотрите, политическое там давление на суд, поэтому вот по полной программе, чтобы с грубыми вообще шероховатостями, с грубыми нарушениями, чтобы потом в апелляции это отменить. Ну, вот в таком духе, да, мол, действует суд. Прокомментируйте эту ситуацию, насколько это типично. И получается, что за видеоролик можно вполне впаять госизмену. Причем с такими очень серьезным сроком и с такими тяжелыми последствиями. Что вообще это за ситуация? Как вот вы, как профессионал, ее видите? Ну, во-первых, дать оценку юридическую приговору мне сложно объективно, потому что материалов дела я не знаю. То есть с чьих-то слов, с обрывков документов, которые там публикуются, сложно сделать вывод профессионально. Но в, скажем, конституционном праве есть такой принцип, называется надлежащей правовой процедуры. Это основоположный принцип, согласно которого человек может быть осужден только при применении надлежащей правовой процедуры, которая у нас записана в УПК. Если эта процедура не соблюдена, то неважно, справедливый приговор, несправедливый, имеет он основания, имеет ли доказательства обвинения, это уже не имеет абсолютно никакого значения. Если надлежащая правовая процедура не соблюдена, любой приговор незаконен. И в этой ситуации мы наблюдаем, что защите не дали никаких абсолютных возможностей для соблюдения принципа диспозитивности, состязательности. То есть каждая из сторон обвинения или защита имеет право опровергать аргументы другой стороны и представлять свои доказательства. А суд обязан оценивать каждое доказательство, как по отдельности, так и в совокупности. И вот при конкуренции этих доказательств выносить законный обоснованный приговор. Как мы видим, в этой ситуации этот принцип не соблюдался. А те якобы пояснения о том, что я это сделал, чтобы отменили, ну, знаете, это как про мальчиша-плохиша. Я вас предал, пацаны, но не обижайтесь. То есть у каждого судьи, особенно в это время, наступает свой Рубикон. Вот для меня этот Рубикон наступил в 2019 году, когда я понял, что пришло время. И вынесение мной определенного решения по политическому делу, когда я отказался выполнять определенные хотелки власти, стало моим Рубиконом, которое не позволило далее не продолжать судейскую карьеру, не продолжать квалификационное оценивание, просто меня не вызывали. Всех вызвали судей, а некоторых и по 2 раза, а меня ни разу. И это поставили условия, что ты или находишься за пределами, и тебя потихоньку убирают, либо ты уходишь сам. Я выбрал второй вариант. И у каждого судьи сейчас особенно наступают эти Рубиконы. Ну вот и в кого попадет, скажем, копье судьбы. Вот сейчас это копье судьбы попало в винницких судей. Они понимают о том, что приговор незаконный. Они понимают, что надлежащую правовую процедуру они не соблюдают. Но, тем не менее, скажем, они передали мяч. Пускай кто-то другой рискнет своей карьерой. Пускай кто-то рискнет своим благополучием. И кто-то испытает на прочность собственную совесть. Ну, как по мне, это хуже позиция, чем если ты убежден и поступаешь по каким-то своим внутренним убеждениям. Или ты настолько, скажем, упоротый, что ты считаешь, что такой приговор законный, но тем не менее вот такой ты есть, и то есть совесть твоя чиста, ты сам смотришь на себя в зеркало, и тебе не противно. Либо ты просто дурак, который не понимает, что ты нарушаешь закон, и это тоже нехорошо для правоохранительной системы. Ну, ты хотя бы искренний дурак. А когда ты понимаешь, что ты нарушаешь закон, когда ты выписываешь 15 лет тюрьмы другому человеку, и ты не уверен в его виновности. Не то, что ты убежден в его виновности, ты не уверен в его виновности. Для судьи это достаточно основания для вынесения оправдательного приговора. И когда ты не уверен в его виновности, и ты назначаешь человеку 15 лет, и передаешь другому. А другой точно такой же в апелляционном суде, что другие люди с Марса прилетели. Или они железобетонные, или у них яйца железные. И точно такие же люди сидят, которые передадут мяч дальше в Верховный суд. Какие сейчас решения Верховный суд выносит? Я думаю, не сильно отличаются от суда первой инстанции. Ну вот юридический и гуманитарный комментарий по данному предмету. Ну это же катастрофа.
Это система. Это система, которая работает таким образом. Жесткая вертикаль власти, а ветви власти, которые должны работать по принципу Монтескьё, как система сдержек и противовесов одна другой, наоборот, работают на укрепление этой вертикали. То есть мы имеем сейчас тотальное государство. Знаете, во время, ну вот, если оценивать вот это тотальное государство, не работает принцип, ну вот смотрите, пускай тут мы, конечно, имеем прецеденты, хотя тоже это тоже очень интересный вопрос. Подобное решение, как вот, которое мы только что обсудили, с блогером за видеоролик 15 лет без права нормальной защиты, без, ну вот, скажем так, выписали и все. Это же может стать судебной практикой. Вот же в чем опасность. То есть, если развернуть эту историю, то есть вот эта история может стать вот прецедентом, и теперь вот все вот так вот будут. Ну вот как санкции стали прецедентом в свое время против своих граждан. Да, и потом как бы маховик закрутился, и теперь это прям механизм. Так вот такие направо и налево госизмены за слово, ну вот условно, то есть не за какую-то там подрывную деятельность, какие-то там, не знаю, там шпионы, вот это вот все. А вот конкретно за публичное слово это может стать, ну, как бы новой нормой. Тоже ведь опасность присутствует? Или это какой-то прецедент, разовый, индивидуальный случай? Это не прецедент, это квинтэссенция, то, к чему шла наша правовая система. И на самом деле просто людей рангом пониже оно давно уже коснулось. То есть приговоры по статьям против нацбезопасности, это еще было при Порошенко. Просто не было, скажем, такого вопиющего нарушения правовой процедуры. Каким-то образом они еще пытались соблюдать. Было, безусловно, и давление, все остальное. Там, скажем, я это видел воочию, но, тем не менее, хотя бы какие-то приличия, скажем, мягко говоря, так, правовые соблюдались. Сейчас просто это квинтэссенция. Далеко не первый прецедент. И та ситуация даже с запретами политических партий. То есть это все звенья одной цепи. То есть правовая процедура, опять же напомню, надлежащая правовая процедура обязывает государство доказать виновность того или иного лица. Доказать, что оно действует вопреки национальным интересам, вопреки интересам государства. А у нас, к сожалению, в тотальном государстве, государство – это я. То есть я – это человек, который стоит на вертикали власти, и его клан. То есть кланово-протекционная система, протекционизм, на которой сейчас и зиждется наше государство, и флаг у которой помещено наше общество. Поэтому говорить о том, что это прецедент, нет. Это, скажем так, логическая цепочка, наиболее яркий пример. Потому что вся система работает именно так. Судьи имеют собственный рассуд, рассуждения, то есть до определенного уровня. Пока это не интересно государству. Вот между собой там ложкайтесь там, на уровне граждан, на уровне каких-то мелких государственных органов решайте там свои проблемы, свои вопросы. Но чуть-чуть выше уровень, а уровень этот, который интересует государство, становится более тотальным и более низким, то есть от вертикали вниз. Судьи все меньше имеют возможности выносить решения, такие, которые они видят по материалам дела. То есть катастрофа, да, катастрофа. Но это просто звенья одной цепи и охватывает не только правовую систему, но и все институты государства. Ладно бы, знаете, этот процесс, да, ухода в тотальное государство приносил бы какие-то, ну не то чтобы успехи, но как-то бы влиял на войну. Такое ощущение, что этот процесс отдельно, а война отдельно. Тут в украинском сегменте соцсетей, это активно, кстати, делятся люди, там в Инстаграме пишут, еще в каких-то соцсетях, в Фейсбуках, там, да, даже вот в Фейсбуках. Пишут, говорит, слушайте, какая-то странная история. Куда ни зайдешь, все так радуются подрыву Крымского моста, которого не случилось. Через час возобновили движение. Но уже все отрапортовали, мемчики нарисовали, там Малюка
дальнобойщик возле опоры Крымского моста уже приделали, отфотошопили, с искусственным интеллектом поработали, всем весело и хорошо. А в этот момент, ну, по состоянию на вчера, сегодня не было таких новостей, хотя движение идет на марше, село в день, идет движение в сторону Сум. То есть 6 тысяч тел передает Россия Украине. И если вдуматься вот в продвижение на фронте, причем оно есть и на Донбассе, рывки такие достаточно серьезные, 2,5 километра, ну вот там в районе Константиновки, Сумы точно так же, село в день, прилеты по непосредственно городу Сумы, досягаемость беспилотников, реактивных систем залпового огня, ну это грубо там Град, да, например, там они разные бывают, ну вот, например, Град. Град может стрелять до 40 километров, ну, по заявлено, а плюс-минус прицельно там примерно 20 километров. То есть РСЗВ обстреливает, продвижение идет, беспилотники дотягиваются, те, которые фронтовые, не вот эти шахеды, которые кошмарят всю страну. То есть это действительно большая проблема. На фронте большая проблема. 6 тысяч тел – это абсолютный умноженный на ноль Зеленский с заявлением, что у нас потерь 40 тысяч. Ну, то есть, и причем сначала там пытались как-то немножко подкорректировать, западная пресса написала, наши там эксперты обсуждали, что не 40 тысяч, там до 100, там 90, 80, а он вышел, потом еще раз сказал, нет, все, 41 тысяча, вот это вот наши убитые солдаты. Так 6 тысяч тел передают. Это большой процент от 40. То есть мы понимаем, что происходит что-то, все понимают, и в Украине, и за пределами, и разные стороны, что происходит что-то страшное, но зато у всех картинка, можно новую марку с Крымским мостом или с фурой, с дронами, да, вот, ну, так сказать, налепить, и всем вроде как нормально. То есть мы приходим к тому, я вот суммирую и прихожу к непосредственному вопросу, что общество не имеет возможности задать вопрос власти, получить на него ответ, даже вообще задать вопрос власти, просто озвучить вопрос, не то, что уже получить ответ. Потому что, ну вот, складывается вот такой купол информационный, и если ты этот вопрос задаешь, то дальше то, что мы обсуждали с вами выше. Чем хуже будут дела идти Украины на фронте, тем будет ужесточаться действие власти, тем больше будет огульная пропаганда, она будет усиливаться, и тем чаще будут возникать такие инциденты, которые были в ТЦК, о котором мы поговорили перед этим. Не имея возможности исправить ситуацию реальную, власть будет создавать перемоги, какие только возможно, в информационном поле. Сюда же и диверсионные действия на территории России, и, скажем, победы, которые в информационном поле. То есть сейчас, скажем так, провластные блогеры работают, не покладая рук. Потому что отвлечь общество от того, что происходит, катастрофа под Сумами, конечно, какими-то нужно очень важными событиями, вроде уничтожения самолетов стратегической авиации РФ и подрыва, это вообще как бы эрогенная зона, скажем, ура патриотов, этот Крымский мост. Вот. И поэтому все абсолютно ложится в эту логику. Чем хуже будут дела на фронте, тем жестче будет пытаться государство завладеть умами граждан. Понимаете, тут вопрос в другом, что пропаганда, которая действует на взрослых сложившихся людей, да, она болезненная, она очень эффективная, но она это болезнь, которая как вирус. Она внезапно налетает, она бывает, создает высокую температуру, но и также быстро проходит. Имеет свои побочные эффекты, безусловно, но как только пропаганда закончится по тем или иным причинам, общество начнет выздоравливать. Общество не само себе будет задавать вопросы, как было там и после сталинских репрессий, а как же мы в это верили, а как же это могло быть, неужели это были мы? А мы ничего не знали.
Другая беда, гораздо более глубокая, это гуманитарная. Это то, что вкладывается в детей. Это то, к чему сейчас по образовательной программе вкладывается в умы детей, в их воспитание. То есть эти зерна, которые посеяны, они гораздо важнее, гораздо потом будет сложнее лечить это, чем то, что сейчас делаются взрослыми людьми. То есть мы неоднократно наблюдали в нашей истории нашего государства и других государств, на примере той же нацистской Германии, что если помните, был такой интересный эксперимент в Соединенных Штатах, называется «Третья волна». Вот, там происходил эксперимент, как учитель истории создал псевдонацистскую организацию в классе для того, чтобы изучали историю нацистской Германии. И когда ученик задал вопрос, мол, а как это, в принципе, вообще сработало? Взрослые люди, образованные, Германия, работящие. То есть, как это произошло, что люди превратились вот в такую вот в толпу жестокую, ненавидящую всех вокруг, тупо в жестокое зверье. И он им показал на примере, как это делается. Делается очень просто. Мы наблюдаем эти процессы точно так. Самое главное, те зерна, которые посеяны в наших детях, они дадут сходы. И вот это будет большая потом проблема для нашего общества, для нашего будущего государства, как эти зерна потом нивелировать, как посеять в детях действительно разумное, доброе, вечное, для того, чтобы дети росли не для того, чтобы в один прекрасный момент, непрекрасный момент умереть на фронте, а для того, чтобы они росли для созидания, для приумножения славы собственного государства, собственного народа, для того, чтобы они росли, для того, и такими людьми, которые чьи мысли будут направлены на обретение счастья, как себя, так и всех окружающих. Вот это глобальная проблема, с которой нам придется столкнуться. И та ситуация, которая там вот даже аллюзия к войне на Ближнем Востоке, тоже главная проблема того же Израиля – это не боевики Хамас. Это то, чему они учили детей, и они учили детей ненавидеть, и они готовятся умирать. То есть фактически власть говорит о том, что мы должны стать новым Израилем, а мы фактически превращаемся в новую Газу. Страна, которая находится в постоянном ресентименте, и задача воспитать поколение ресентимента, которое будет заточено исключительно на войну, исключительно на разрушение. Но прежде всего это будет разрушение самих себя. Это у нас главная проблема. Давайте вернемся к геополитике. Мы так начинали, да, вот сюда, собственно, вернем мяч на это поле, потому что действительно очень важное событие и очень важное заявление. Значит, Трамп созвонился с Путиным. Написал, что был хороший разговор, но к ближайшему миру он не имеет никакого отношения, не ведет. И дал четкий посыл. Путин ответит. За этим кроется понятный вывод, что США, не то, что не против, США понимают, что это неизбежно. Соответственно, вот эти все там поездки за санкциями Ермака, с которых мы начинали, какие-то вот эти в последующем, возгласы, да, вот смотрите, как нас там ударили, или там что-то, какую-то там диверсию совершили, или какой-то ответ, или орешник, или еще что-то. То есть это уже не будет иметь смысла. То есть вот этот момент в разговоре, вот это он четко показал. То есть ответ Путина какой-то будет. Все это уже понимают, и это нужно, это уже все, это определенное начало стадии принятия. Параллельно с этим Зеленский выдает следующее, позволю себе зацитировать. Многие говорили с Россией на разных уровнях, никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы. Если сильные не останавливают Путина, значит они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут остановить, Путин больше не сочтет их сильными. То есть мы слышим конкретное обвинение в сторону того же Трампа, в сторону тех же, американцев. Это
понятное дело, там собака, укусившая руку человека, который ее кормит, да, то есть, ну, метафоры можно разные придумывать. Но конкретно, как это повлияет на моделирование будущего? Потому что вслед за американцами, которые никак не прокомментируют возможный будущий ответ Путина в ближайшее время или какой-то, ну, в общем, когда захочет. Но тут же еще и мы, получается, требуя от Америки, завязываясь, ну, там, помощи, завязываясь с ними в отношениях инвестиционного фонда и так далее, мы, получается, вообще абсолютно в невыигрышной ситуации. Я сейчас имею в виду конкретно там Украину и верхушку, и офис президента. Мы, потому что, ну, такой стереотип, да, там, офис, власть, как бы Украина, знак равенства многие до сих пор ставят. И это действительно лингвистическое заблуждение, но тем не менее я применяю скажем так, это местоимение. Как вам кажется, а к чему все идет тогда? И как оцените вот эту диспозицию? Потому что разговор Путина с Папой Римским, да, где-то об УПЦ и где-то с призывом «а сделай жест к миру», мы понимаем, что Путин не будет делать жест к миру, а он будет делать жест, который фактически осветил в разговоре с Трампом. Ну, прежде всего, это демонстрация инфантильного уровня мышления нашей власти и инфантильного уровня дипломатии. То есть им кажется, что они такие умные, что они вот всех переигрывают. На самом деле, это Е2, Е4, как говорил Остап Ибрагимович. Если вы обратили внимание, в первые часы после диверсии на базе стратегической авиации появилась информация в глобалистских СМИ, которую подтвердили, скажем, и украинские СМИ, и украинская власть косвенно о том, что Трамп был предупрежден о нанесении этих ударов. То есть этим они очень крепко подставили Трампа. И потом это все удалили, потому что я думаю, что прилетело из Госдепартамента тем СМИ, которые это сделали, и, соответственно, и в Киев прилетело. То есть таким образом они пытались затянуть Трампа на свою территорию, чтобы ему деваться уже некуда. То есть везде прозвучало, а там уже попробуй оправдайся. Да? У тебя дочь проститутка, да у меня же сын, да ничего, ты пойди теперь людям расскажи. Безусловно, американцы на это не купились, заставили всех эту ситуацию убрать и озвучили о том, что это неправда. И вот этот звонок, он был направлен на восстановление стратегического баланса. Потому что если Соединенные Штаты в курсе о нанесении такого удара, то это прямое нарушение СНВ-3. И это, скажем, акт войны. Вы предоставили стратегические возможности своему прокси для нанесения удара по ядерной триаде, нарушению баланса. И, соответственно, с этим был связан звонок Трампа. То есть восстановить этот баланс, восстановить доверие. И результатом этого разговора и стало ограничение, то, о котором вы говорили, на ракеты и на, скажем, те приборы, которые способствуют нанесению таких стратегических ударов. Это и было результатом договора. То, что Путин сказал, что вероятно сказал, мы не слышали этого разговора, о том, что будет нанесен ответный удар, это как бы и так презюмировалось. Как минимум право на нанесение такого ответного удара. Естественно, этот разговор Путина и Трампа не был связан с мирным треком, соблюдением договоренности. Это был разговор о восстановлении доверия и восстановлении стратегического баланса. Так а какой ответ прогнозируется? В военном плане я не буду никаких прогнозов делать. Я говорю, опять же, с точки зрения, скажем, экспертного, с точки зрения правового, то есть право на нанесение ответного удара, асимметричного или симметричного, скажем так, находится теперь в Кремле. Какой он будет, это опять же будут решать там и, скажем, прогнозировать, это тыкать пальцем в небо. Ура-патриоты в той же России требуют там многократно кровавого и максимально масштабного.
Но я думаю, что у Кремля по этому поводу есть свои соображения. Проскакивает такая информация, ну, опять-таки, как к ней относиться, что якобы Путин предупредил, ну, это, знаете, вот, конечно, это все гадание на кофейной гуще, что важно отметить, что Путин перестанет, ну, вот, пользоваться вот этим принципом, ну, там, голубой крови, когда там первых лиц не трогают, условно, в этой войне. Потому что, ну, давайте будем откровенны, мы из людей, конечно, хоть и делают, скажем, биороботов без сознания, без понимания, и к ним так многие относятся и на YouTube-площадках, и в средствах массовой информации, ну, как к рыбкам гуппи, как к розовым пони, как, ну, вот вообще какой-то там непонятной массе, которую нужно окормлять своей мудростью. Хотя наоборот, все-таки у народа есть мудрость, и народ тоже, у него есть чему поучиться. Об этом говорит фольклор, об этом говорит, ну, и многие другие вещи, да, ментальные тоже. Мы с вами на прошлый раз очень так вот хорошо прошлись по вообще сути народа, да, ну, как бы нашей с вами сути. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Но все же прекрасно понимают, что война странная. Ну, там, тут торгуют, тут там скрыто торгуют, а здесь там через посредников. А никто, собственно, там, Зеленский может свободно приехать в те же Суммы, сфотографироваться у Стеллы, до которой уже долетает. Херсон вообще ярчайший пример. Изюм. То есть мы видели, да, когда там в нескольких километрах, но вот когда он уезжает, тогда вот начинается там какая-то атака. Причем там уже не работает, когда нас кормят какими-то там протоколами безопасности, мол, смотрите, как классно там обеспечивают охрану президента. Нет, тут дело в другом. И все это четко видят. И, мол, от этого теперь откажутся. Как вам кажется, насколько это логичное развитие вот этого сценария? Это подтверждает то, что война не является экзистенциальной. Вот если в том же секторе Газа война экзистенциальная, и посмотрите, какие массовые разрушения мы наблюдаем. И посмотрите те разрушения, которые происходят в Украине. Ну, представьте, сектор Газа там в районе любого областного центра, когда сносится все бомбардировкой, когда мирное население, дети не считаются, когда идет, скажем так, реальная война на выживание. В нашей ситуации огромная разница, огромный дисбаланс в погибших военных и погибшем гражданском населении. То есть, если война экзистенциальная, то враг является и население для противоборствующей стороны, и оно уничтожается как враг, и тогда его потери значительно выше. В нашей ситуации в большинстве случаев это все-таки побочные потери. Да, люди гибнут, потому что при нынешнем уровне поражающих средств человек беззащитен. Но нет задачи уничтожить именно гражданское население. Нет задачи следовать, там, я не помню, как этого американского генерала, который придумал свой план, и по этому плану как бы необходимо прежде всего наносить удары по гражданскому населению, чтобы вызвать деморализацию и давление на собственную власть с целью заключения сепаратного мира. В этой ситуации совершенно мы видим другое. И то, что Кремль, возможно, принял решение о отделении власти от народа, то вполне возможно, что этот момент наступил. Как мы помним, в начале войны тоже об этом шла речь, что там, мол, ВСУ на самом деле нам не враги, а врагами является вот верхушка там, украинской власти. И народ для нас тоже не враги, то есть они просто находятся, они одурманены, их надо там, они там больны пропагандой, их надо лечить, а не уничтожать. Сейчас мы видим, что по прошествии там более 3 лет возвращаются к этому концепту. Поэтому,
Сказать, что это очень плохо, я бы не сказал, потому что действительно очень много страдают люди, которые не виноваты, не являются непричастны. И даже в том плане, если они на сегодняшний момент поддерживают власть, то это не значит, что они безнадежны. Да, ну, будем, конечно, наблюдать. Тут вообще нужно добавить к вашим параллели, да, вот с Газой, что, да, вот смотрите, и Хамас, и Хизбалла, и, ну, вот эти, да, сколько там сменилось уже из-за военных действий, сменилось руководителей, руководство, там, партии и так далее. То есть это тоже указывает нам на определенную разницу подходов, безусловно. То есть, да, ликвидация там одного, второго, третьего, и они там меняются, как бы, да, и уже даже никто не запоминает, как кого зовут, да, после того, после вот этих, ну, скажем так, действий израильской стороны. Это тоже нужно помнить. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света.